Всем привет, друзья! С вами Алекс Моторный. На этом канале все про город Харьков, его жизнь, историю, улицы, достопримечательности. Весь Харьков на одном канале. С вас подписка на канал и лайк к видео. С меня, как всегда, самые интересные новости и события, происходящие в городе. Ну и, конечно, прогулка улицами родного города. Харьковчане просят повторно переименовать Аэрокосмический проспект. Такую петицию городскому голове зарегистрировал на сайте мэрии Артур Едамов. Он просит вернуть топониму историческое название «Змеевский шлях», которое он носил вплоть до 1961 года. Текущее название проспекта Аэрокосмический имеет ряд недостатков. Первый – это название сложно произносится. Второй – дублирование названия, потому что уже существует улица Космическая. В результате чего могут быть логистические проблемы, пишет автор петиции. Напомню, Харьковская топонимическая группа поддерживала предложение о переименовании проспекта Гагарина на Змеевский шлях. Однако рабочая группа при Харьковской областной военной администрации проголосовала за Аэрокосмический проспект. Обращение по состоянию на время, когда видео готовилось к публикации, петицию подписали 820 человек. Чтобы ее рассмотрел Горсовет, необходимо собрать 5000 подписей в течение 90 дней. По количеству культурных памятников, пострадавших в результате обстрелов россиянами, на первом месте оказалась Харьковская область. В целом по стране на данный момент насчитывается 1096 объектов, поврежденных в результате атак. На первом месте находится Харьковская область – 314 объектов, на втором – Херсонская – 150, на третьем – Донецкая – 125. В то же время цены на квартиры в Харькове продолжают снижаться, делая город одним из самых доступных для приобретения жилья в Украине. За последние полгода стоимость квартир на вторичном рынке в Харькове значительно упала, отражая общую тенденцию снижения цен в восточных и центральных регионах страны, сообщают аналитики портала недвижимости Лун. Средняя цена однокомнатной квартиры в Харькове на вторичном рынке составляет $20 тысяч, что на $4 тысячи меньше, чем полгода назад. Сейчас Харьков занимает одно из последних мест в рейтинге стоимости однокомнатного жилья среди областных центров Украины, уступая даже Сумам, где средняя цена такой квартиры составляет $22 тысячи. Киев лидирует с ценником в $60 тысяч. Запорожье имеет самую низкую цену $19 тысяч. Наибольшее падение цен на вторичном рынке наблюдается в Днепре, где стоимость однокомнатной квартиры снизилась на $5800, а трехкомнатной на $10 тысяч. В западных регионах Украины, наоборот, наблюдается рост цен. Например, во Львове однокомнатная квартира стоит в среднем $62 тысячи. На первичном рынке Харькова цены тоже снизились на $41 за квадратный метр за последние 6 месяцев. Эксперты связывают падение цен в восточных регионах с близостью к зоне боевых действий и общей ситуации на фронте. В то же время западные области Украины демонстрируют стабильный рост цен на недвижимость. Харьковская область получила из государственного бюджета 224 миллиона гривен на строительство защитных сооружений в школах. Однако Харьков деньги не получал, их распределили на громады региона. Оказывается, во время полномасштабной войны городской бюджет не получил ни копейки на создание безопасных условий обучения для школьников. Харьков строит подземные школы, открывает классы в метрошколе собственными силами и с помощью доноров. Напомню, за более чем 2 года войны в Харькове открыли одну подземную школу в индустриальном районе. В городской власти обещают по одной такой школе в каждом районе.
В Харькове строят не только школы. Мэр города Игорь Терехов анонсировал подземные отделения больниц. В 2 больницах Харькова планируют построить подземные операционные, реанимационные блоки и палаты. Проектная документация уже разработана. Был учтен мировой опыт, в частности Израиля. Терехов отметил, что создание подземных объектов является вызовом для города и важным шагом в обеспечении безопасности граждан. Однако он подчеркнул, что о строительстве полноценного подземного города речь не идет, поскольку это невозможно и нецелесообразно. «8 августа 2024 года из Харькова в Карпаты отправился первый поезд со специальным детским вагоном. Этот вагон в составе одного из самых длинных маршрутов Харьков-Ясеня. Его сделали комфортным и безопасным для путешествий с семьей с детьми любого возраста. В Укрзалізниці говорят, что интереснее всего будет самым маленьким пассажирам в возрасте до 8 лет. При посадке в вагон дети получают специальные браслеты с указанием купе и контактного номера телефона родителей. В вагоне есть множество интерактивностей для маленьких пассажиров. Интерактивные плакаты, бизиборды с подвижными элементами и детские поручни с мягкой обивкой для безопасного передвижения. Все помещения, даже технические, максимально приспособлены для малышей. Билеты на этот вагон доступны для приобретения исключительно через мобильное приложение Укрзалізниці. Стоимость билета аналогична стоимости билетов аналогичного класса в том же поезде. Вагон имеет маркировку «Детский» в приложении, чтобы родители, путешествующие с маленькими детьми, могли выбрать поездку именно в этом вагоне. Дети до 5 лет включительно путешествуют поездами Укрзалізниці бесплатно. В Харьков зашел Джимми Райс, американец, который путешествует с 25-килограммовым крестом. На въезде в город его встретили много людей. Он начал свое путешествие еще в прошлом году, в то время он еще жил в Варшаве. Джимми потратил 40 дней, чтобы дойти с Киева в Харьков.